Здравствуйте, с вами Александр. Уже который день идут карантина, каникулы, а мне все некогда снять ролики. Люди дома маются в безделье, да. Думаю, чем бы заняться в их своих тюрьмах, квартирах. А мне и некогда и продавать, да. Занимаюсь с утра до вечера. Благо солнышко сейчас встает пораньше. В общем, с 5 утра я уже на ногах. Итак, сегодня я привез очередного золота, там соломы для моей грядки, которую покажу позже. Ну а сейчас мы перейдем к посадке нашего черенка инжира сорта Браун Туркей. Еще в том году по осени его черенковал. Дома у меня всю зиму стоял на подоконнике. Да ты мой хороший мальчик, да как ты меня любишь. Да ты мой лапочка, ты мой лапочка, ты мой хороший лапочка. Давай перейдем к посадке, да. Давай перейдем к посадке инжира. Давай перейдем к посадке инжира. Да ты мой хороший мальчик, хороший. Все, по ней, так скажут, ролик растянул. Ветер дует, да. Вот так вот каждый раз, да. Как только заслышит мой голос, да, бежит и все, съемки прекращаются. Итак, инжир охраняет сорт Браун Туркей. Он у меня растет в открытом грунте, в принципе, зимой на юге Воронежской области. Я его хочу размножить. У меня есть такой саженец побольше на окне. Но это хочу попробовать его как в кадочной культуре. Как персики тоже хочу откатать. Это у нас бывшая стиральная машинка-малютка. Вот смотрите, у нее тут даже естественный дренаж. Я засыпал керамзитом таким слоем. И сверху лесной опад из дубового леса. Делал посадочные пакеты, но не очень получились. В общем, я их все сюда повысыпал. Ну а сейчас баклажку разрезаем, потому что так не получится достать, не развалив ком. Все-таки хочу сохранить ком целым. Итак, разрезаем. Да и так, чтобы еще корни не повредили. Ни корни, ни листья. Так, здесь есть. Здесь есть. Есть. Сейчас еще вот здесь вот. Много дел проделано за это время. Да, конечно, повлиял и на меня этот кризис. Работаю теперь по удаленке. Ну и не только. Так, но все-таки мы ближе. Так, баклажка мне не нужна, поэтому буду ее аккуратно разрывать. Вот он, видно, у меня здесь и керамзит. И золу я добавлял. Раскапываем небольшую ямку. Так, ямка раскопана. Ну и пробуем вытряхивать наш этот ком. Все-таки разрушился. Ну, посмотрим. Ну ничего, нормально. Вот такой саженец, корешочек. С такой хорошей корневой системой. Вот я аккуратненько его сюда раскладываю, равняю по югу, вот таким образом у меня на солнце стоял. И вот закапываю. Посадка состоялась. Также у меня здесь есть навозные черви. Моя ветрозащита улетела. И помимо навозных червей есть еще и дождевые черви. Они будут перерабатывать эту органику, делать дренаж, каналы для воздуха, и все будет замечательно. В принципе, посадка состоялась. Днем я буду выставлять его сюда на солнце. Ну а так как по ночам еще стигают сильные заморозки, на ночь буду заносить в дом. Ну ничего, потаскаю недельку-другую. Ну что ж поделать. Все-таки уличное солнце лучше, чем только восточное с подоконника. А так он целый день будет. Сейчас каждый день солнце на вес золота, и поэтому буду максимально все солнечные лучи пытаться поймать. Чтобы ветром так не мотыляло, пойду его отнесу все-таки, наверное, под забор. Пусть, конечно, привыкает к ветровым нагрузкам, солнышку, но там, видите, уже его не так требует. Да, ветерок и туда достает. Получается, северная стена вот у нас закрыта. Здесь южная сторона солнца. С востока и целый день освещает до самого вечера.
Теперь лишь бы не забыть. Ну даже если забуду, его прихватит морозом, я думаю, все равно погибнуть он не погибнет. Осталось сегодня немножко пролить его водичкой, и будет все прекрасно. Все, на всем закругляюсь. Еще, может, кто-то будет интересоваться, все-таки эту тему не пройти, коронавирусную. Во-первых, если у вас сильный иммунитет, то вам и нечего бояться. Так как растение, если оно сильное, ему по барабану. Если растение слабое, затяжки, теплички, что-то ему не делай, там корневина он сдохнет. Но если растение сильное и дать ему хоть чуть-чуть условий для произрастания, конечно, оно будет расти. Просто создать условия. Какие условия? Захватит вам есть эту мертвечину. Птичий гриб, свиной гриб, все они почему-то с Китая. Ну то ладно. И опять же, это сельское хозяйство, если мы не будем употреблять в пищу животный белок, птицу, скотину, то не будет этого производства, не будет этих вспышек болезней, не будет вот этих вот карантинов непонятных. Опять же, смертность у нас в стране 4 десятитысячных, а в год на наших дорогах гибнет 30 тысяч человек. Гибнет. В основном там мужчины, водители за рулем. В рассвете сил, конечно, сейчас и женщин много за рулем ездить стало. Статистика в этом плане поменялась. 30 тысяч каждый год. Десятилетие за десятилетием. За все время, за это в мире от этого коронавируса погибло 30 тысяч. За все время. А у нас каждый год 30 тысяч, и никто машины не запрещает. Ладно, машины запрещают, никто нормальные дороги не строит. По 3 полосы в каждую сторону, с разбойником бетонным, красивым, хорошим, чтобы на встречку не вылетали, и т.д. и т.п. с освещением, без ям, без этих. С ветрозащитными посадками, чтобы не было бокового сильного ветра в разрывах, когда машины сносят с трассы. В общем, это комплекс мер, которым никто не занимается, и нафиг никто не надо. А тут, опять, даже вот у нас тоже тут в районе погибла женщина. Сразу все, коронавирус, город закрыт, тут есть с матюкальником 15 тысяч штраф, тыры-пыры. Все озябли, даже газельки перестали работать. Я же думал, блин, хоть езжай с прицепом на пятачок поставь. Ну, блин, штраф, да, выхватят, конечно. Опять, почему закрывать дорогу? Мы якобы переносчики, да. Оказывается, мы потенциально больные переносчики для тех, у кого по 7 хронических заболеваний. Так, может, давай лечить хронические заболевания, а не браслеты, ну или... Браслеты все равно на больных, ну какая разница? QR-коды, тавро на лоб для здоровых. Зачем здоровым себя ограничить? Так, ладно. С посадки инжира мы перешли на политику партии. Ладно. Желаю всем всего доброго, счастья, здоровья, светлую голову, хорошее настроение, всегда уметь постоять за себя, дружить с соседями, все будет хорошо. Ну и самообразованность. Самообразованному человеку ничего не страшно. Всем всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока.